Я была очень рада, когда на нас наложили санкции. А что будет, если вдруг окажется, что вы не правы? Мы пришли на войну. Они нас долго звали. Я видела войну настоящую, а вы, наверное, нет. Как только мы станем слабыми, так нас сожрут. Мы не хотим, чтобы наша молодежь расслаблялась. И в этой ситуации вы мне предлагаете расслабиться и ждать, пока эти боголовки ударят по Москве? Нет. Идет война информационная. Закрыли Арти, закрыли наши телеканалы. Поэтому это нормальный, закрыли адекватный там, ответ. а наши СМИ закрыли мы здесь закрыли здесь. Это адекватный вполне ответ. Нормальный. Понятно. Наш народ не напугаешь экономическими сложностями. Но есть, конечно, отдельные олигархи, которые сейчас попытаются поменять доллары на золото и вывести его из страны. Но мы им укорот положим насчет этого. Мы с вами вообще друг друга не понимаем. А вы будете в очках, да? Да, мне кажется, я в очках умнее выгляжу. Настя. Ты можешь с этого начать? Ты же надела очки в тот момент, когда тебя все упрекали, что ты актриса, а не чиновник. Ну да. В этот момент... Нет, я просто ослепла от количества бумаг, которые приходится читать каждый божий день. Пока я была артисткой, это было не нужно. У вас значок? Это значок, который сегодня фракция надела в честь поддержки акции на Украине. А вы поддерживаете? Я поддерживаю. А почему? Я поддерживаю всегда мою страну. Когда ей хорошо, когда ей плохо. Вы родом не из Чернигова, но родители вашего отца родом из Черниговской области, Нет, правильно? нет, мы переселенцы украинские на Южный Урал. Переселились в конце XIX века, когда очень голод был сильный на Украине. Им дали землю на Южном Урале около города Уфы. И там поселилась целая украинская деревня, Преображеновка она называется. И там вот жила моя семья. Полдеревни были дропеки и все родственники. А как так получилось, что украинцы стали врагами России? Украинцы не стали врагами России. Это, я бы сказала, вот сегодняшняя украинская власть стала продажная. А есть у нас какие-то сведения о том, что это так? Я их видела живьем. Я встречалась и с ними, и с коллегами своими. Я видела, как это происходило, как их перекупали. Вот то, что перекупает и нашу узкий круг интеллигенции нашей, это вот эти НКО. У меня очень смешная была история в Петербурге. Когда ко мне прибежала соседка, их НКО было рядом с моим, и сказала: Лена, дай мне своих мальчишек. Мне платят по $150 в час за пикет против ввоза ядерных отходов. А у меня людей нету. Понимаете, они получали гранты, они получали какие-то ковришки. И постепенно решили, что там, наверное, хорошо, раз там так хорошо кормят. Наверное, там лучше. Ну, слушайте, в любом случае, даже если предположить, что это так, да, это происходит в другой стране. Если нам не нравится, что в другой стране как-то происходит не так, как у нас, например, мы же не в каждую страну входим войсками. А вы задавали этот вопрос американцам, когда они в Ирак вошли? Я не гражданка Америки. Поэтому мне глубоко плевать, куда там Америка вошла. Так вот, есть такая вещь, которая называется национальные интересы. Причем коренные национальные интересы. Я это могу себе представить. Я принадлежу к тому поколению, которое хорошо помнит последствия Второй мировой войны. Я выросла в разрушенном Ленинграде. Да, мы выросли на фильме, в котором вы сыграли одну из важных вообще ролей. Да, один из важнейших фильмов. Да, не потому что я сыграла, а потому что я в детстве видела прекрасный Екатерининский дворец, когда он не был дворцом, а был грудой обгорелых кирпичей. А посредине на площади стояли еще остатки виселицы, поскольку это царское село было в оккупации. Я видела коллег, которые собирали
милостыню на вокзалах. Я видела друзей моего отца, когда они собирались у нас на праздники, все были в орденах и медалях. Раненые, но выжившие. Поэтому я очень хорошо помню, чего не только России, но и миру стоил фашизм. Вот. Поэтому сегодня, когда речь идет о том, что этот фашизм подошел к нашему порогу, давайте вы поясните мне вот эту вот мысль. Фашизм подошел к нашему порогу. В каком виде он к нам подошел? Он подошел в виде ОУН-УПА. Этих я видела в Киеве просто. Этих фашистов, которые собирались и с факелами в черном. От Киева до нашего порога все-таки далековато. Это рядом. Это вам кажется, что далековато. А на самом деле это рядом. Это несколько сот километров. Это меньше, чем полет артиллерийского снаряда. И это доказывает вот сейчас, когда обстреливают Таганрог или Ростовскую область, снаряды падают на нашу территорию. Вот. Это при том, что мы их уже отогнали от границы. Просто вам кажется, что фашизм – это какая-то такая абстрактная история, а это вполне конкретная идеология превосходства одних людей над другими. Людей первого сорта и второго сорта, понимаете? И они это готовы утверждать силой. Но пока что утверждаем силой мы. То есть это как бы мы начали военные действия. Мы не начали военные действия, мы их заканчиваем. На протяжении многих лет я посылала гуманитарную помощь в Донбасс. Туда каждый месяц выезжали наши байкеры, друзья мои, и возили эту гуманитарную помощь. Не в Донецк и Луганск, а вот в эти маленькие поселки, которые каждый день обстреливались, и где убивались люди, которые они пытались взять несколько раз штурмом. Поэтому я считаю, что мы просто заканчиваем эту войну. 8 лет мы их уговаривали. 8 лет. На что? На то, чтобы они отдали нам свою территорию? Нам не нужна их территория. Если вы видели карту России, то по сравнению с Украиной она так это гигантская. Меня и удивляет, какая же огромная территория, зачем еще? Нам не нужна территория. Нам не нужны враги на границе. Но соседи не выбирают. Соседи выбирают. С соседями договариваются. Нет, с этими договориться невозможно. Вы думаете, можно было договориться с Гитлером, который стоял на границе в Польше? Вы предполагаете, что был шанс заключить с ними договор? Сталин, если вы помните, с ними заключил договор, так же, как и Лондон и Париж, заключили. И что? Это их удержало? Это их не удержало. В данной ситуации, смотрите, получается, что нас что-то не удержало, и мы напали. То есть в данной ситуации мы себя ведем не как... Это называется превентивный удар. Никто никогда не выигрывал от превентивных ударов. Никто никогда не выигрывал войну против народа, который ведет со своей стороны отечественную войну. Народ не воюет. Народ не воюет. Воюют фашисты. И если вы слышали, то сегодня ВСУ разбомбила штаб Айдара, по-моему. То есть у них между собой еще война идет. Нет, я такого не слышала, но я видела фотографии Харькова и площади Свободы. Харькова абсолютно разрушенной. Да. Она выглядит гораздо... Там точка У упала. Что значит точка У? Точка У – это ракета, которой вооружены украинские военнослужащие. Россия не применяет такого вооружения. У нас нет, просто их нету. Мы их давным-давно сняли уже с вооружения. Слушайте, мы сейчас там с вами будем это сведения из одного телеграм-канала против сведений из другого телеграм-канала, да? Но, тем не менее, до 24 февраля Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Одесса, все эти города выглядели иначе. Это как минимум. И не Донецк, было... знаете, какой был красивый Донецк? Знаю, какой был красивый Донецк. Это был город рос. Да. Это был город рос. Сколько? У меня был приятель, который очень хотел купить там квартиру. С севера приехать. Вот. И ведь та же самая история. То есть Россия пришла. Куда? В Донецк. Россия не приходила в Донецк. Донецк защищали шахтеры, учителя, рабочие заводов. Но хочу сказать, что вот эта граница, конечно, между центральной Украиной и Донецком, она была. Она была и до 2014 года. Киевляне, мои знакомые,
с презрением говорили об этих работягах. Понимаете? Они работяги, у них черные руки и черные лица, они шахтеры. Хотя именно Донецк и добывал для Украины основные вещи, на которые она жила. Это промышленный район, рабочий район. А тонкий слой интеллигенции, такой тончайший, да, которые считают себя вершиной человечества, высшим достижением, они с презрением относились. Я это помню. Я была на выборах наблюдателем международным. На каких из них? Это были выборы Ющенко, когда Ющенко избрали. Я была наблюдателем во Львове, в Ужгороде, в Ивано-Франковске и в Киеве. Я проехала как раз Западную Украину тогда. Ну, я, естественно, встречалась со своими коллегами, кинематографистами, с которыми я много лет снималась. Я много снималась на Украине, в киевских фильмах. Я хорошо знаю режиссеров, актеров. И тогда там не было фашизма? Фашизма не было. Тогда были зачатки национализма такого, знаете. Но они в это играли очень. В самость такую. Но это, в общем, так понятно. Это же неплохо. Наверное, неплохо. Мне тогда и не показалось, что это плохо. А в какой тогда момент, по-вашему, это стало плохо, что вот народ на определенной территории считает эту землю своей, гордится своей страной, говорит на своем языке? Это никогда не плохо, это замечательно. И мы это поддерживаем, мы развиваем все языки в России. Вы знаете, у нас больше 163 живых языка. Так нет, в России, ради бога, но это же другая и вообще на Украине страна. Тоже. У нас нет ни ненависти, ни даже обиды на Украину. А что тогда? Это опасение за украинский народ. Это опасение. Мы защищаем Донецк и Луганск от фашистов. Ну, народ попал Это власть, которую он выбрал. У них есть свободные выборы. Они выбирают разных президентов. Они все время меняются. Да. Кажется, это неплохо. Если вы помните, Зеленский пришел как президент мира. За него 72% проголосовало, потому что он обещал, что он прекратит войну. Он обманул и свой народ, и нас. Мы бы его не признали тогда президентом. У меня нет, на самом деле, так же, как и у всех русских, или у меня, допустим, я этническая украинка, будем говорить, да, прожившая всю жизнь в Ленинграде, после блокады, город, который помнит, что такое фашизм, понимаете. Поэтому у меня очень хорошая прививка. Вот. И у нас нет ни обиды, у нас есть жалость. Нам очень жалко людей, которые не смогли организовать государство. Такое, которое могло бы их защитить. Это их личное дело. Смотрите, я до тех пор, пока они не стреляют. Они не стреляли. Кто? 24 февраля в 5 утра стреляли... А до этого 8 лет обстрелов. Донецкая и Луганская, это что, по-вашему? А больше 150 детей, которых целая аллея погибших ангелов. Убитые дети, искалеченные. Это что, не война? Это безусловно. Это кто стрелял? Это кто? Это приехали это все стреляли. Марсиане? Нет, это все стреляли. Это все кто стороны все? конфликта стреляли. И ополченцы, и контрактники со стороны России, и ВСУ, безусловно. Вот, чтобы не стреляли, поэтому Россия вошла туда. Так, может быть, России не надо было изначально вмешиваться? Куда? Мы никуда не вмешивались. Я знаю, что происходило в Крыму, допустим. Да? Я бывала там, и когда там была Украина, и когда выгнали представителя президента, который пришел поздравлять ветеранов. Они его просто выгнали из зала. Они ему сказать слова не дали, ветераны. Полный зал народу. Вот. И Донецк и Луганск. Мы организовывали выставку художников, Союза художников из Луганска. Вот. И я встречалась с интеллигенцией. К нам же все время люди приезжали. Так что... Слушайте, давайте сейчас секундочку мы отложим вот сюда Украину и то, что там происходит. А вот вернемся немножко на несколько лет назад. Я не очень могу понять, в какой момент в нашей стране так произошло, что вот мы с вами сидим, две женщины. У нас есть дети, мы, в общем, любим свою страну. Да. И есть ощущение, что мы с вами живем вообще в разных странах.
Вот вообще полностью? Очень может быть. А как так вышло? Не знаю, я живу в своей стране. За моей спиной мои предки. Мои деды, прадеды. Дед, который воевал в Первой мировой войне, родители, там, которые прошли Вторую мировую войну. Да? Я, которая была в Афганистане на фронте, в Чечне, там, и в прочих горячих точках вместе с политуправлением Советской армии. У нас с вами разный человеческий опыт. Понимаете? Я видела войну настоящую, а вы, наверное, нет. Мы не будем с этим мериться. Я про другое совершенно говорю. Я воспринимаю войну как чудовищную гуманитарную катастрофу. И, например, у меня есть огромный вопрос, в том числе и к женщинам в Государственной Думе, что когда вы надеваете значок Z, Z это за что? Это поддержка нашей специальной операции. Нет, В это сила в правде, а Z это за что? За что-то там. Я не знаю, честно Они говоря. недавно расшифровывали. Да. Так или иначе, вы поддерживаете спецоперацию, но я не слышала в Госдуме заявлений о том, чтобы давайте мы устроим гуманитарный коридор, выдайте нам наших пленных, давайте обменяем мертвых на мертвых, давайте мы остановим, чтобы посылали в Украину только что выступала срочников. Да, только что выступала Москалькова с этими предложениями. Москалькова не депутат Государственной Думы. Наш комитет... А зачем нам? У нас есть специально уполномоченная организация. Вы голосуете за фейки, за закон о фейках, да. Но вы ни слова не сказали о том, чтобы хотя бы вывести оттуда срочников. Это дети. Какие срочники? Кто? Срочники нашей российской армии. Там у нас контрактники воюют. Судя по всему, нет. Ну, не знаю, у меня данных, и в нашем комитете по обороне данные, что там только контрактники и офицеры. Там нет срочников. Это не дети, это солдаты. Каждый, кто выбирает... То есть их уже не жалко? Профессию жалко. Они не выбирают жалко генерала вчера погибшего, офицеров, Гаджимамедова, да, который себя взорвал. Жалко ужасно. Но я хочу сказать, что есть такая профессия – родину защищать. И мы свою армию кормим, обучаем, вооружаем. И тратим очень большие деньги, которые могли бы потратить на какие-то другие вещи, для того, чтобы лучшее в мире оружие было у нас. У нас очень тяжелая история. Из 1000 лет, что существует российское государство, мы только 300 лет прожили в мире. Только 300 лет. И 700 лет бесконечных войн. Причем войн оборонительных. Поэтому у нас хорошая историческая память. Я в свое время работала, встречалась с ребятами, которые не хотели служить в армии. Они были пацифисты и хотели служить в альтернативной службе. И когда принимали решение, надо или не надо такой закон принимать об альтернативной службе, я разговаривала с мальчишками. Вот они точно не хотели воевать ни под каким видом. А почему? Они сказали, а мы не хотим строить дачи генералам. Понимаете? Но когда я их спросила, что они будут делать, если враги поставят их мать и начнут ее расстреливать, вот туда они возьмут оружие. Понимаете? Понимаю. Но это же мы с вами как раз и говорим об Отечественной войне. Если бы, не дай бог, случилась ситуация, в которой нам нужно было всем защищать Россию, где бы на нас напал враг, или Родина была бы в опасности, то, безусловно, все здесь присутствующие, все, кого я знаю, все, кто в ужасе от сегодняшней, как правильно говорить, спецоперации? Спецоперации. Окей. Мы бы все взяли бы и оружие, и защищали бы. Но принуждать людей, которые собой не распоряжаются, то есть люди, которые выполняют приказы, заниматься спецоперацией, брать в руки оружие, стрелять, приносить горе. Мне кажется, что это безнравственно. Это ваша оценка. Да. Я с ней не согласна. Я считаю, что мы и в Сирии, так же, как в Афганистане, так же, как во Вьетнаме, мы защищали наши интересы, а стало быть, наших детей и женщин. Точно так же мы сегодня защищаем наши интересы. Мы фашистов отгоняем от своих границ. Причем не украинский народ,
Не украинских женщин и детей. Но выходит украинский народ. В бомбоубежищах сидит украинский народ. Выйдет из бомбоубежища, когда мы выгоним фашистов, все выйдут. У нас ведь идут сразу и военные колонны, и гуманитарные колонны. И поэтому... Где идут гуманитарные колонны? Гуманитарные колонны идут сразу, следом за военными танками. Они везут продовольствие. Вы по-честному гуманитарную, конечно, гуманитарную помощь. Но у нас тоже есть и родственники, знакомые в Украине. Мы перезваниваемся, спрашиваем, как они. Они не могут выйти через коридоры, потому что их через коридоры не выпускают. Кто? Украинские войска, националисты не выпускают. Они просто боятся. Вот сейчас мы договорились о гуманитарных коридорах, да, Не на договорились переговорах. еще, судя по заявлениям переговаривающихся сторон, договоренность чисто теоретическая. О том, как практически это будет исполнено, пока еще никто ни с кем не Но договорился. наши войска умеют делать гуманитарные коридоры. Я думаю, что Они любые войска делали их умеют. в Сирии. И, в общем, это работало. Но для этого нужна договоренность обеих сторон. Поэтому если сейчас украинские военные дадут шанс мирным жителям уйти, наши это обеспечат. Елена Григорьевна, давайте тогда, может, попробуем, сейчас я попробую с другой стороны зайти. Давайте мы поговорим вот о чем. Как вы определяете, что такое фашизм? Фашизм – это расовая, на самом деле, теория о превосходстве кого-то над кем-то, то есть по крови. Мы лучше, потому что мы древнее, мы лучше, потому что мы умнее, мы лучше, потому что у нас кожа другого цвета. В каком моменте риторики украинской власти появился, на ваш взгляд, фашизм? Он появился, когда они выпустили Галичину на УМПА, или как они там называются, факельные шествия, когда они стали запрещать людям говорить на языке, на котором они всю жизнь говорили, когда они приняли закон о некоренных народах. Вот это проявление фашизма. Когда вам запрещают быть русским, когда вам запрещают думать и говорить по-русски, штрафуют. Ну, думать-то вообще никто не может запретить. Да, штрафуют за то, что вы даже в магазине говорите по-русски. А сегодня есть случаи, когда избивают людей за то, что они говорят по-русски в Молдавии. Вы не видели это? Я боюсь, что военная операция в Украине привела к тому, что отношение к русским во всем мире кардинально изменилось. И даже там, где к ним относились прежде неплохо, теперь будут бьют молдаван за то, что они с украинцами говорят по-русски. А бьют украинцы, которые там беженцы. Но я вот только что вернулась из одной страны, североафриканской, где в отеле на женщину с детьми напал какой-то сумасшедший украинец, который, услышав, что она говорит по-русски, стал кричать, что он бандеровец и слава Украине. Я его спросила, что ж ты тут пузо греешь, вместо того, чтобы с автоматом защищать свою страну. Он говорит, а мне туда не доехать. Я говорю, ты пешочком. Иди защищай. Хорошо со старухами воевать и детьми. Но они страшные. Они страшные. Кто, украинцы? Фашисты, не украинцы. Я сама украинка. Я украинка. Деды мои. А как вы отличите украинца-фашиста от украинца-не-фашиста? Вот когда он говорит, что ты человек второго сорта, а я укр великий, и ты должен говорить на моем языке в моей стране, да? Я была в Киеве 3 месяца назад. Я такого не слышала. А законы читали? Какие-то читала. Ну. Все прям не читала. Это не моя страна, я не читаю ее законы. Ну вот. А поскольку там очень много русских живет, мы-то как раз заинтересованы. Все русские, которые говорили по-русски, а я не говорю по-украински, я понимаю, но не говорю, со мной говорили по-русски. Я не видела, чтобы там что-то с этим было связано. То есть вы считаете, что запрет русских школ, детям изучать свой язык в школах, запрет в государственных учреждениях использовать. Я помню, какая была проблема, когда надо было переводить лекарственные препараты на украинском языке, а русские же надо было переводить их все на украинский язык. Это была целая история.
Вот, поэтому там это реально есть. Есть. И это в такой степени... То, что вы этого не видите, это не значит, что этого нет. По-вашему, это было в такой душераздирающей степени, что необходим был ввод войск и... Вот войск необходим был, потому что убивали людей в Донбассе. Просто убивали, и все. Детей, женщин, стариков, пенсионеров, а не только народную милицию, которая там стояла. Причем они же, ведь 8 лет они говорили, что они воюют с Россией. Об этом написано в государственных документах украинских, что мы агрессор, что они ведут с нами войну. Да? Было написано. У вас есть... Вот мы пришли на войну. Они нас долго звали. Ну, даже всегда выступление... Я очень прошу прощения, налью вам воды, потому что вижу, что вы уже обе, на самом деле, давно, мне кажется, должны выпить водички. Да. И, Кать, если вы помните, мы с вами говорили все-таки больше о культурном преломлении. Елена Григорьевна является все-таки не... У вас есть еще 15 минут. Комитет по культуре. Сейчас да, про культуру. Я понимаю вашу необходимость задать все эти вопросы, но Настя, не бойся. Связаться с людьми, Настенька, родная, не бойся. За меня не бойся. Я не могу. Мне все равно. А почему вам все равно? Я не уважаю вот всю эту шумиху в интернете. Я человек старой формации. Понимаете? Давайте про культуру. Давайте. А что будет теперь с культурой-то? Российская и украинская культура очень тесно переплетены друг между другом. Ну да, конечно. Они были переплетены до тех пор, пока не появился список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. И список российских фильмов, которые были запрещены на Украине. И наши передачи, и наше телевидение, понимаете? Они порвали эти мосты. И сегодня мы принимаем здесь у себя украинских артистов. Мы не сделали адекватным ответ. Мы их слушаем, мы им аплодируем. Поэтому что может случиться с культурой? Ну что будет дальше? Дальше будем развиваться, наведем порядок, будем дружить. Будем вместе фильмы снимать. С кем? С украинцами. Они мечтают попасть на Московский кинофестиваль. Очень смешной один замечательный кинорежиссер. Я у него когда-то снималась в молодости. Он очень хвастался, что его приглашают в Москву на Московский фестиваль, понимаете? Потому что их никто не ждет в Каннах. Вы представляете, что сейчас будет и с российской культурой в том числе, да? То есть, понятно, что никаких коллабораций с западными продакшенами не будет, там ни Netflix, ни Голливуда, ничего. Что? Это довольно обидно. Артистам, которые... У нас было лучшее в мире кинематографии. Было 2 великие кинематографии, советская и американская. У них примерно 5 хороших фильмов в год, и у нас столько же. У них по количеству было больше. А по качеству наши 5... Я думаю, что мы просто за счет того, что мы останемся без вот этих костылей голливудских, придется идти своими ногами и тренировать свои мышцы. И потом у нашего кино есть замечательное качество. Оно обращается к душе человеческой всегда. Умело это делать. Муви, да, любого хорошего кино, правда? Конечно, да. Но вот это муви, которое у нас как бы расплодилось, да, оно испортило на самом деле наших кинематографистов. Я думаю, что сейчас они начнут возвращаться сами к себе. Хорошо, да, идем дальше. Научные сообщества распадаются. Да. Здесь наука, она, как бы сказать, интернациональна. Они распадаются, и теперь и что? Россия окажется в изоляции со своими учеными, со своими научными группами. Они не смогут тоже заниматься коллаборациями, не смогут вместе думать. Вряд ли они без российских ученых куда-нибудь полетят дальше нашей орбиты Земли. И вряд ли они без нас смогли бы сделать, коллайд, или как он большой там? Коллайдер. Коллайдер, да, большой коллайдер. Там, по-моему, наш вклад очень большой. Поэтому они сейчас немножко побесятся, успокоятся, и мы вернемся опять к коллаборациям, как вы говорите. Следующее – медицина. Вот здесь у нас проблема. У нас не все лекарства есть. Потому что в 90-е годы мы уничтожили свою фармацевтическую промышленность. Сейчас мы ее лихорадочно восстанавливаем.
Должна вам сказать, что я была очень рада, когда на нас наложили санкции. Потому что это вынудило нас заниматься импортозамещением, а стало быть, разбивать собственную и научную базу, и технологическую базу. И нам удалось очень многого достичь, как вы видите. И в лекарственном обеспечении, обеспечении медицинским оборудованием. Да, пока еще... Ну, я, откровенно говоря, не вижу. У нас Екатеринбургский наш завод делает прекрасное оборудование медицинское. Оно на порядок дешевле. Оно, конечно, хуже японского. Ничего не могу сказать, потому что все-таки железо другое, и технологии хуже. Но учимся. Зато оно дешевое и может быть поставлено везде. И мы его поставляем. Ну, давайте там протезы, да, эндопротезирование, стоматология. Да. Все, что касается высоких технологий, там МРТ, КТ, это же все теперь окажется недоступно российским пациентам. Почему? У нас уже оборудовано очень многое. Мы закупили, да, и производим. Наша оборонная промышленность научилась производить медицинское оборудование. Как раз они в системе Ростеха находятся, вот эти предприятия. Я смотрела оборудование. Там очень неважное оборудование, к сожалению. Оно хорошее, оно не очень красивое. Ну, я думаю, что как только появится необходимость, мы будем его совершенствовать. Мы же делаем лучшие в мире ракеты. Почему нам не делать лучшее в мире оборудование? Слушайте, а вот хорошо, медицины. Давайте еще раз вернемся к культуре. Да. А что вот это вот за такая идеология, когда нужно жить все время в состоянии войны, обороны и наращивания своих мобилизационных ресурсов? Почему нельзя жить в радости и в мире? Можно. Можно. Вы это Байдену скажите. А при чем здесь Байден? Мы с вами же разговариваем. А я вам хочу сказать, потому что они лезут везде. В Ираке, в Ливане, Югославию. Кто разбомбил? Русские? Кто разбомбил в центре Европы столицу европейского государства? И кто их туда приглашал бомбить? И поэтому у нас нет гарантии, что они завтра не пойдут бомбить Воронеж. Почему-либо, понимаете, или Москву. Ну, у нас нет гарантии, что дракон не проснется в швейцарских горах. Но это у нас же то же самое. Гарантия, что как только мы станем слабыми, так нас сожрут. Это и есть мобилизационная идеология. Да, я про это и говорю. Да. Может быть, как-то с помощью культуры смягчать нравы и не жить все время в состоянии, что вот держать под подушкой наган. Может быть, как комитет по культуре... Нравы смягчать надо по ту сторону границы. Подождите, мы не можем заниматься по ту сторону границы. Мы давайте собой заниматься. А собой мы занимаемся, именно поэтому мы занимаемся патриотическим воспитанием. Мы не хотим, чтобы наша молодежь расслаблялась, чтобы они понимали, что Россия существует 1000 лет, потому что каждые 100 лет на нас нападает то Европа вместе с Турцией, понимаете? Кто-нибудь да нападает. И нашей молодежи приходится заслонять с собой страну. 1000 лет. Под Смоленском, Витязи. Александр Невский на Чудском озере. В войне с Наполеоном, когда на нас 12 языков пришли на нашу землю. Поэтому, зная историю, мы всегда должны быть готовы к отражению агрессии. Мы очень богатые. Мы очень, нам досталось от Бога, досталась большая земля, богатая земля. И я до сих пор помню, как Маргарет Тэтчер сказала, что это несправедливо, что такие богатства достались одному народу. Знаете, сейчас у меня такая ассоциация, да, когда ты едешь в троллейбусе с человеком, смотришь на него и думаешь, что он не то замышляет. Хоп ему в нос сразу, на всякий случай. Если человек перед этим избил 5 ваших соседей с кастетом. Не, мы просто незнакомые люди. Вот, мы имеем дело с человеком, или с народом, который с кастетом избили уже не только нас, били неоднократно. Вы сейчас про Украину или про Америку? Я сейчас говорю про наших соседей по НАТО, с которыми мы честно пытались договориться, 20 лет с ними вели переговоры. А они все ползли к нашим границам и тащили свои боеголовки.
И в этой ситуации вы мне предлагаете расслабиться и ждать, пока эти боголовки ударят по Москве? Нет. Я сейчас как в детство свое вернулась. Я все время смотрела программу «Время», и там все время говорили о том, что скоро будет эти ядерные боеголовки, ударят из программы СОИ, там они откуда-то полетят из Америки. Я шла в школу и очень боялась этой самой скорой помощи. Да, сирены. мне тоже снились атомная война. Но на самом деле ее не было только потому, что наши боеголовки были не хуже их. Понимаете? И только потому, что они знают, что как только они к нам сунутся, так получат по носу. Но я вот только что прочитала большую статью про 1942 год и почему наши войска такие тяжелые потери несли. Наши историки анализируют наши ошибки. Понимаете? Ученые, историки. У нас есть замечательный такой журнал «Историк». Смотрите. Да, я знаю. А Да. почему, согласно историку, наши войска несли такие тяжелые потери? Потому что мы не были готовы ресурсно, технологически они нас опережали технологически. А почему? Потому что на них работала вся Европа, а мы только что построили посадили цвет своей науки в ГУЛАГ. А мы после гражданской войны только что восстановили промышленность, восстанавливали ее, строили железные дороги, обучали, значит, специалистов. И прошло очень мало времени, мы просто не успевали. Нам надо было догонять. Пара последних вопросов. Первый вопрос, касающийся СМИ. Да. Мы оказались с вами во времени, когда средств массовой информации, в том числе и культурных изданий, у которых была бы хотя бы чуть-чуть другая точка зрения, больше не существует. Вы считаете, что это справедливо? Идет война информационная. Закрыли «Арти», закрыли наши телеканалы. Поэтому это нормальный, адекватный там, ответ. А наши СМИ закрыли мы здесь закрыли здесь. Это адекватный вполне ответ. Нормальный. Понятно. То, с чем мы столкнемся буквально там завтра, послезавтра, может быть, послезавтра, с большим экономическим кризисом и с тем, что гражданам не будут доступны прежде привычные блага. Как, по-вашему, мы будем это переживать? Нормально будем переживать. Я со своей соседкой уже обсуждала. У нас по 6 соток в Ленинградской области. Знаете, как люди в 90-е годы спасались? Да, картошку сажали. Наш народ не напугаешь экономическими сложностями. Но есть, конечно, отдельные олигархи, которые сейчас попытаются поменять доллары на золото и вывести его из страны. Но мы им укорот положим насчет этого. А народ наш привык жить в трудностях. Мы им помогаем материально. Сейчас вот приняли несколько законов о том, чтобы повышать пенсии не раз в год, а чаще. О том, чтобы помогать семьям с детьми. О том, чтобы вот эту квартирную проблему по переселению из аварийного ветхого жилья усилить. Вот. Ну и сейчас нашему правительству надо будет еще лучше работать. Без Рокфора мы проживем. Тем более мы его научились делать свой, вполне неплохой. Народ – это 140 миллионов человек. Это не Москва и не тонкий слой интеллигенции в Москве и в Петербурге. А народ у нас очень мудрый и очень сильный. Поэтому мы и живы. А что будет, если вдруг окажется, что вы не правы? Ну и что? Что я не права? Что я поддерживаю своих солдат и свою армию, свое государство? Ну, бывает же, что так не... Ну вот были белые и красные. Кто из них был неправ? Это огромная трагедия, и все Конечно. были неправы. Все были неправы, однако это случилось. Это объективная реальность. И вот на изломе истории мы всегда занимаем чью-то сторону. Я заняла сторону моей страны, ее национальных интересов. Я считаю, что это правильно. О чем вы мечтаете? Ну вот недавно была на «Золотой рыбке» на передаче на «Доверии». И когда мне сказали, а что вы попросите у «Золотой рыбки», я у нее попросила, чтобы не было войны. Поверите? Какого числа это было? Ой, это, наверное, месяц назад было. «Золотой рыбки», видимо, не существует.
А? Золотой рыбки, видимо, не существует. Да, видимо, не существует. Жалко очень. Мне жалко. Мне жалко тех, которые погибают. Мне жалко тех, которые сидят в подвалах. Но мы должны пережить этот период. Пережить. Для того, чтобы этого никогда больше не было. Чтобы украинцы не стреляли в русских. Я не то, что не люблю фашистов. Вот их я ненавижу. Это такой ужас, я вас вообще не понимаю. У нас с вами разный жизненный и человеческий опыт. Да, но это, вот я вам честно скажу, то есть, по идее, там мне надо как-то с вами спорить, сопротивляться, задавать вам какие-то там каверзные вопросы, но я в абсолютной растерянности, потому что я вообще вас не понимаю. А вы поговорите с любым человеком от 100 километров от Москвы. Я много разговариваю. Ну и что? Никто не хочет войны, всем до фени, что происходит в Киеве, правда? Не знаю, с кем вы разговаривали. Наверное, у нас с вами разный круг общения. Угу. Вот это, наверное, самое страшное, скорее всего, вот это. Наверное. Это раскол внутри России, а не то, что происходит за ее пределами. То есть мы с вами сидим, да, два взрослых человека. В целом мы не испытываем с вами друг другу плохих чувств. Правда же? Ну да. Мы с вами вообще друг друга не понимаем. И при этом я верю в то, что вы верите в то, что вы говорите. Я думаю, что вы верите в то, что я говорю. И никто никакие печеньки мне не выдаст. Вы судите о жизни вот по этому моменту. Понимаете? Вот сейчас вот кто-то стреляет, а я звено в цепи. Жизнь моя – это звено в цепи. Тех, кто были до меня, и тех, которые придут после меня. И если звено сломается, цепь разорвется. Понимаете? Деды мои и прадеды эту землю защищали, благоустраивали, причем не только нашу, но и украинскую. И я хочу мир для своей внучки. Хочу, чтобы ей досталась спокойная страна, когда не придется прятаться и ждать, что на тебя упадет бомба. А для этого мы должны быть самой сильной армией в мире, самой мощной экономикой в мире. Да нет, для этого мы должны вырастить такую культуру, такие принципы, которые не позволяли бы нам лезть в чужую жизнь и навязывать свои какие-то ценности кому-то. Для этого мы должны развивать именно что культуру, а не боеголовки. Для этого мы должны медицину растить. Культура – это прежде всего знание истории. Понимаете? Да нет. Это не умение пользоваться вилкой и ножом. Культура – это понимание смысла жизни своего народа. Услышать его. Вы думаете, почему меня все время избирают? Я 6-й раз избралась. И за меня реально голосуют. Я верю в это. Да, вы перец реально голосуют. Хотя я работаю в оппозиции, долго воевала с этой властью олигархической. Не люблю я ее. Что-то вы тоже не победили в ней. Жизнь их победит. Вот сейчас они все побежали вместе со своими сокровищами. Я думаю, что для них тоже кончился старый мир. Вот они-то как раз верещат громче всех. Те, кто привыкли сладко есть и мягко спать. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Стабильность. Правда или безопасность? Это не антонимы. Понимаете? Может быть и правда, и безопасность. Где мы с вами встретимся через год? Давайте встретимся в этом кафе. Давайте. И поговорим. Вы не расстраивайтесь. Мне жалко вот вас и всех, кто сейчас нацепил черные квадраты и переживает. Мне его ужасно жалко. Жить надо не сию секунды. Жизнь наша – это не только наша жизнь. Это жизнь тех, кто был до нас, и тех, которые придут после. Понимаете? Да, и в этом смысле мы должны с каждым поколением жить лучше. Мы должны с каждым поколением ценить человеческую жизнь больше. Конечно. И мы должны с каждым поколением вставать на более высокую ступень Вы развития. совершенно правы. Я с вами совершенно согласна. А в 2022 году 21 века вести наземную воздушную операцию против живых людей, мне кажется, что это не развитие. Вот если бы не было Белграда, если бы не было Дамаска, если бы не было Ливии, если бы не было Йемена,
Мы бы с вами жили в замечательном мире. Но мы живем в сегодняшнем мире. И поэтому, чтобы обеспечить нашу с вами безопасность и безопасность ваших родных, моих родных, сейчас воюют наши солдаты. А в Белгороде, Архангельске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Екатеринбурге их ждут мамы и будут плакать. Ладно, спасибо вам большое, спасибо за то, что вы согласились со мной поговорить. Я думаю, что если бы мы с вами разговаривали чаще, может быть, мы нашли бы точек соприкосновения больше. Возможно. Я надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся. Я готова. Хорошо. Переговоры. Да, хорошо. Спасибо.